Виктория, ты в эфирном пространстве. Да, Что ты сейчас видишь? я вижу Валентину, которая вот так держит на руке, вот на этой руке, такую а, энергию, которая идет от сектора магии, считывается казуальный проект матери. Ее Ольга зовут. Мгм. Да. Вот, считывается, слышу Ольга. И она вот так вот это как будто бы висит. Это как тряпка такая, знаешь, ну, толстая, ну, как будто бы объемная такая энергия черная из сектора магии. Мама находится в секторе магии, как будто бы сидит и на этой прялке, то есть символ, что придет эту ниточку жизненную. И когда она это делает, то эта черная ниточка уходит в сектор интерферентов, и там такой, как считывается блок, ну прямо как огромный шар такой. И еще такой звенящий какой-то черный, как тарелка какая-то, вот в секторе э, принесения в жертву. И крещение там вижу. А Валентина крещение. Было крещение? Не было. А я вижу в этой картинке, как такой черный силуэт держит маленького ребенка вот так, как будто бы на крещение. Ну хорошо, А что посмотрим. это за ребенок, Виктория? Посмотри, кого он Это держит. там какой-то идет ритуал с такими крестами. Крест, крест, такие как палочки, кресты, крест, крест, крест. И этот ребенок уходит, это Валентина маленькая, уходит в сектор вот в этот ком. Он считывается как ком в этот Этот черный белый шар. шар всякий. Мгм. Черный. Она белая, сияющая, а шар этот черный. И мама этот шар как бы придет на прялке эту ниточку в этот шар, создает. А Валентина держит вот эту тряпку Аж и считывается как казуальный проект матери. И сразу звучит Ольга, и у мамы сразу же проявляется подключка к матери, и у мамы, вот она в секторе магии, как будто бы нога правая от колена, такая сияющая, отсоединяется от нее и уходит, получается, как каблук такой черный, и уходит в этот же э, эгрегор, в эту структуру. Мгм. Казуальный проект матери это тоже вот этот а, это пространство так называется. И вот эту ногу как будто бы положила вместо подушки этой маленькой девочки, которая все время там подрастает. То есть я вижу, как накапливается ее эта светлая энергия. Но там есть М. какой-то ритуал, я слышу. Ритуал жертвоприношения. А мама не крестила ее. Ну, Нет, качаю посмотрим. головой. Может, это Мгм. какой-то другой был ритуал. Сейчас посмотрим. Хорошо, вернись. Ну, давай по правилам. Отсоединись, Виктория, от всех и всего. Да. На счет три найди в эфирном пространстве эфирное тело Валентины. Один, два, три. Валентина. Я ее вижу, и а, вот сейчас выходят такие импланты на глазах, как веки, огромные такие, тяжелые, черные энергии, которые вот прямо устремляются, как прутья, от них идут такие лучи черные, вот к этому шару черному в секторе А интерферентов. так, а что обозначает этот шар в секторе интерферентов? Казуальный проект матери, ее матери. И это Мгм. эгрегориальная структура матери. И там же, в этом же, я вижу энергии, как так и считывается, как Валентина избавляется от материнства. Я вижу, тут есть она беременная, живот, и сразу так она его вот так отодвигает.
И там она тоже не сказала, сколько она абортов сделала. И я вижу, что как будто бы в таком пространстве, как под кустиком, она их спрятала. А, М, 4 или 5. Вот несколько, может, 3. Вот так вот в кучку. И как будто бы под кустиком их там спрятала. мгм. Вот. То есть это родовая система и именно вот эта материнская часть, материнства. Хорошо, Виктория, вернись к эфирному телу Валентины. Это и есть вот самый главный саботажник. Мгм. Да. Считай эфирная ДНК Валентины. Она ли это? М, Там, где у нее душа, куда я считываю, я смотрю, у нее талия так пережата и такая прямо в одну точку, как оса. Вот так вот. Вот так. И тоже подключка в сектор магии. Очень живые энергии, контролирующие. Они прямо такие, ух. А, а где Мгм. душа, вот опять я смотрю на нее, а там какие-то как формулы бегут. Так, что это за формулы такие? Ну, ты сказал считать ее эфирные Мгм. ДНК, а почему-то бегут формулы разные, цифры и формулы Что математические. обозначает эти формулы? А я слышу, что я вычисляю количество потерянной энергии в Мгм. казуальных проектах. Я вижу, что их много, вот этих шаров, их много, которые соединяются в один, в этот глобальный, я слышу, проект материнства. То есть вот это было в ее как бы пространстве, а это все связано и с глобальным пространством материнства. Мгм. Оно так и звучит, уйти от себя. То есть и вот где эта тарелка черная была, там вот эта такая, слышу, формула любви. Вот этот человек в черном весь и с такой шапкой на монаха похож, который Мгм. держал ребеночка, и там такие длинные кресты, как будто бы из палочек сложены. Я Так. слышу ритуал принесения в жертву. И подключка тянется в сектор магии. Ну хорошо, сейчас спрошу, дают ли разрешение поработать с ней. Мгм. Спроси у нее. Что спросить? Спроси у Валентины, дает ли она разрешение потрудиться с ней для нее. Вот я повторяю твои слова. Мгм. Она говорит, да, разрешаю, и даже подпись поставила. Мгм. Виктория, вот этот вычисление, вот это то, что мы считывали, то, что ты считывала эфирное ДНК, мы еще не подтверждение не получили, то, что она, это она именно. Считай ее эфирное ДНК, чтобы убедиться. Да, это она. Мгм. Хорошо, хорошо. С чего нам лучше начать? Виктория, Ну, вот посмотри. этот какой-то силуэт проявляется, как монах в такой черной шапке, и у него в каждой руке под черному кресту. Приказывает ему. Он в секторе магии приказывает. Кто Он он в на секторе физике? жертвоприношений, принятия решений, вот здесь. И это как дух, и переходит в сектор магии, и связан с матерью. Я вот смотрю, откуда он взялся, и я вижу, что вот это идет метафора, что мать сидит и как будто бы на прялке придет, и вот этот каблук. Это Мгм. сейчас я спрошу, кто он. Мгм. Приказываем отвечать, кто он такой. Он Приказ. говорит, мать Люцифера. Энергия такая, как мужская. И выглядит как монах,
как будто бы в Мгм. монашьем одежде такой. А только в двух руках, и в левой, и в правой, имеет такие тоненькие черные кресты. И он этими крестами манипулирует. Мать Приказываем отвечать. подкаблучница, да, Мгм. и говорит, что он мать Люцифера. Мгм. Приказываю отвечать. Что она делает в пространстве Валентина? Он говорит, что ее мать пригласила его, в- говорит, как-то пообедать. Мгм. Кого она пригласила? Пусть покажет. Я вижу, сейчас я посмотрю, она его пригласила пообедать, говорит. И я вижу, что а, ритуал какой-то мама делает. Она как бы целует в лобик ребенка. Считывается языческая повесть. Ну, какой-то предрассудок. Она целует в лобик маленькую Мгм. девочку и что-то плюет и шепчет. Какой-то ритуал. И в этот момент у этой маленькой девочки, вот где голова, Мгм. образуется четкий такой вот, как будто бы вот сквозь выше уха от виска, вот с левой стороны, и идет так дуга такая в правую сторону с такими вот загогулинами, типа черной короны. И в правом ухе, от правого уха, вот где висок, не от уха, от Мгм. виска, такая черная прямо, как жила такая упругая, идет в сектор интерферентов. Считывается подключка к демоническому началу. И в этот момент зафиксирована еще подключка пошла прямо к нижним чакрам. То есть я вижу прямо а, ну, к родовому началу, вот туда, к этим Мгм. органам женским. Мгм. Вот, и эти, как считывается упырь, энергия. Мгм. Вернись к Валентине, спроси ее, видит ли она, что мать колдует, воздействует на нее. Я вижу, как она поднимает вот эти накладки свои и спрашивает: мама, что ты делаешь? А она говорит: я оберегаю тебя. И показывает, как она ребенка... ну теперь понятно. Она купает ребенка. То есть это, наверное, первая купель была ребенка. Она держит на руке голенькую девочку, а потом ее купает, поливает водой и при этом делает какой-то ритуал. Мгм. Так, от чего она оберегает Валентину? Приказываю ей отвечать. Она показывает, снимает из левой ноги такой, как какой-то, как лапоть, какой-то башмак такой странный, ну, некрасивый. И говорит, она вот так вот хлопает, как будто бы по правой ноге Валентины, и говорит, она должна пойти моими следами, моим путем. Говорит, я не дам ей освободиться. Мгм. Так, хорошо. Это Спросил этот дух Валентин. говорит, Да. которому подчинялась мама. Спросил Валентина, что она почувствовала в тот момент. Она говорит, меня изъяли. Говорит, меня изъяли из образа жизни. Мгм. На что согласилась Валентина, когда это произошло? Какое И она я решение вижу, приняла? что в этот момент у нее вот здесь такая черная, как тарелка, ну такая какая-то энергия, как клякса, как будто бы сделана из таких проволок,
черных, которые вот так завязаны друг с другом или из шерсти с какой-то. Вот это такое пушистое, как облако в виде тарелки. А здесь она вот так поворачивается, и такое же, только сияющее такое облачко. И оно еще раз вопрос, вот пока я говорила, уже и куда-то улетело. Мгм. Ага. Что решила Валентина, когда провели над ней этот ритуал? На что она согласилась? Ну, я вот вижу, как этот демон материнский смотрит на нее и так где-то Что это обозначает? он ее заманивает, приглашает и говорит: я тебе постельку уготовил, будешь жить у нас. Так. И что произошло с, В этот момент эфирным я телом? вижу ребеночек, считывается как такой наивный, обманутый. Она так смотрит, ну, как ребенок смотрит Мгм. на этого, а он вот так вот Мгм. хитро И подмигнул. к чему это привело Валентину? И я вижу, что ее энергия, вот это соглашение, она Мгм. перемещается как будто бы на соломку. Вот это как рисуют Иисуса на соломке. Мгм. Возможно, это какой-то праздник был, Ну да. вечеря или что, Мгм. потому что этот Мгм. вот же пригласил, говорит, что пригласили его на обед. Что-то с праздницей, с каким-то ритуалом, с праздником связано. Вот, и я вижу, что как будто бы на соломку положили в этот эгрегор, а потом как раз, как в сумку захлопнулось это, и вот этот же демон, мать Люцифера, который называется так, э, М. и понес ее вот так туда вниз. Так. И что там внизу? Куда он ее там понес? Посмотри, Виктория. Сейчас я посмотрю. Потом он Мгм. ее принес, идет как будто бы это, знаешь, какой-то, как в тридевятое царство. Вниз, как будто девятый какой-то, с девяткой что-то связано. Мгм. Минус Это 9, какой-то уровень. Мгм. какой-то уровень, и потом ее вот так вот открывает этот сундучок, и Валентину, как будто бы она считывается как цветочек, который растет в горшочке. Мгм. Образ. Не, вот, ну, образ идет, как будто бы она такое растение. Вот там девочка была, а сейчас как такое растение, как кустик или деревцо, но в горшочке. И он вот это приложил прямо к такой черной стене. И не просто приложил, а на этой стене есть такой крюк черный. И он ее так как бы, считывается вот это слово уже второй раз, пришмыгнул, шмык. Она, когда он ее умыкнул, так Мгм. шмык, и теперь опять пришмыгнул. Сейчас я посмотрю, что это значит. Короче, такой как рог, который вот он как бы одел на нее, чтобы она туда прикрепилась, который проходит именно вот так через лоб. М. Я слышу «Конституция Люцифера». Когда я услышала, ну, подумала, что это вообще за рог такой. М. Считывается Что это за рок? Конституция Люцифера. Вот. Мгм. Как это повлияло на Валентину и сейчас влияет? Это буквально у нее считывается как дороговказ по-украински, а по-русски это как указатель жизненный, скажем так. Мгм. Он у нее вот так вот, как И черный, куда это магический, буквально как будто бы из этого сделан, из смолы. и куда он ее А, указывает? Куда он Но ее ведет? считывается как код подчинения.
Он Мгм. указывает постоянно, когда ты это спросил, она как будто бы вот, нагибается, и вот этим рогом он ее тянет туда, прямо в сектор интерферентов, именно вот, к этому, материнскому, проекту или проспекту. Мгм. Проспекту. То проект слышу, то проспект. Э, Понятно. А что это за проект матери? это проспект, это как дорога, как широкая дорога. Дорога. Мгм. Ну, как проспект, ну, где люди ходят. Проторенный путь рода. Катастрофа. Путь к катастрофе. Мгм. Спроси у Валентины, от чего она отказалась, когда, Ну, она говорит от что. внутреннего солнца. И вот эта тучка сияющая, это вот ее солнце. И она не просто, это солнце, вот оно было как такой шарик, Мгм. а, а оно превратилось в это деревцо, которое переформатировано в угоду вот этой матери э, демонов, вообще-то Мгм. какая-то прародительница. Я такого первый раз вообще-то вижу. Это в секторе интерферентов? А Это оно ходит прародитель? туда-сюда, этот дух. Давай Это эту сущность проявим на свет, посмотрим, из чего она, что она такое. он весь как будто бы из проволочек. Считывается генетическое прошлое матери по Мгм. материнской линии. Это информационная составляющая, это как духовная сформированная такая сущность, темное генетическое пространство рода. Мгм. Отчуждение я слышу там. А сейчас я Программа приказываю, такая. да, Мгм. если у Так, него живой хай. кто-то, подожди одну секунду, Да, надо да. рассмотреть. Я Мгм. такого никогда не видела еще. Там вот эта энергия, вот эта плямкать я слышу. Ням, ням. Не говорить, а вот это млям, млям. Вот это такой у него Мгм. рот, у этого существа. Так, и связан он и с сектором интерферентов. Я приказываю ему э, позвать его начальников. Кто Мгм. начальник? Приказываем показать этих начальников, кто хозяины, кто им командует. Там такой портал открылся, и такой рев. Я так отошла и просто сейчас Мгм. считаю. Читай, Виктория, кто его хозяин, кто там. Там такой ветер считывается, как пустошь. Считывается эгрегор Люцифера. М, а, Тоже какая-то. Брат Бога. В какое-то пространство жуткое я зашла. Мгм. Я ему приказываю Защищена. называться. М, Да, кто он мгм. такой? Я Кто он? имею право. Я неприкасаема, у меня есть право. Мгм. Я слышу. Так, приказываем отвечать, что он такой. Я вижу, там такая сущность, и он какой-то с какой-то пика какая-то у него. И он пытался а, в меня кинуть, но полетела мимо, а я все записываю. Просто стою и смотрю. И он попадает именно в тот каблук матери. Я ему приказываю называться, кто он такой. И у него хвост появляется внутри. Сверху черный такой, как демон, а внутри хвост объявился, как у рептилии. Мгм. О, он говорит Лилит. Это как И, из Библии. а в Библии нет Лилит. Ну, типа из Сейчас я этих посмотрю, писаний. какая-то странная штучка, как будто бы ящерица такая, которая
Есть такие ящерицы бесцветные, беленькие, типа. Хамелеоны как будто. А она А, стоит на ножках, ящерица такая, и говорит опять, что она Лилит. Она говорит, что она первое создание материнской линии. Говорит, я м, угождаю Люциферу. Мой отец Люцифер, а я его мать. Она так и говорит. мгм. А я спрошу сейчас, как это? Он ей и отец, она ему мать. Какое он Она имеет показывает, отношение? что как будто бы такой клубочек, вот эта люциферианская энергия, и ее как будто бы они такой шарик, и друг друга вот так держат в этом шарике за... То есть они создали друг друга как бы одновременно. Мгм, Да, это вот этот, опять этот шмык, одномоментный, вот так, руш, а, там и время еще есть в этой энергии, черное время, семя времени. И м, они создали друг друга в этом моменте. Миг, вот шмык, вот так вот, шух, мгм, такая черная энергия. И она опять м, говорит, идет информация, мы создали друг друга из ничего. Я говорю, из ничего ничего не получается. Приказываю мгм, отвечать, как они были созданы. А она говорит, с помощью человеческой генетики. Говорит, мы м. подкрались незаметно. По интернету говорит, что она считается первой жена Адама по еврейской мифологии в Ну, каббалистической мне это не теории. надо. Мгм. Мне это не Ага. надо. Это так. Запутывать меня не А, надо. Я должна иметь чистое мгм. считывание. Понял? То есть ты для себя себе Да. можешь И понять, что это? да, я как бы кто будет слушать. Ну хорошо, Виктория, давай разберемся, как это она из-за генетики была создана. Что это произошло? Она говорит, на Валентину. Мгм. Она ко мне вчера пришла и говорит, дай мне мою дочь. Мгм. И показывает на это деревце, которое там вот с проткнутым рогом. На рогу как будто бы навязано. Ага. И Ева, она говорит, частичка души, вот это, да? да, а она говорит, Мгм. а я ей не дам, потому что она фальшивая. Я Мгм. спрашиваю, кто фальшивая? Она говорит, что она хранит кость, как косточка растения, ее матери. М, И я ей передаю, понятно. чтобы она отвечала, кто она такая, Мгм. но она вот связана с этим Люцифером прямо как одно целое. Это творение Люцифера. Мгм. И оно Считай, Виктория, да-да. эфирная ДНК этой Лилит, из чего она состоит? Что ее эфирная ДНК? Там есть человеческая ДНК. Я слышу вот это белое, которое как крокодил, ну, как рептилия. Рептильная Это гены. Мгм. считывается как согласие человека быть изогнутым. Сейчас. Мгм. Ну, это как программа подчинения. Когда она создалась, я сейчас ее немедленно спрашиваю, я вижу, когда она создалась, я вижу, как вот это библейское описание, как кто-то берет фрукт, как будто бы из древа, и кусает. А этот черный, кто куснул,
то это и есть вот эта черная энергия, похожая на монаха с этими крестами. А, ага, это вот энергия, которая вот так искуситель. Мгм. Вот. Змей-искуситель Да, на как. самом деле это как бы, вот я вижу, как он это тик, и он укусил это из древа познания. Первый а, момент люциферианского творения был, происходил, когда человек, первый человек, как бы Вот это подчинился, согласие подчинился, быть изогнутым. да, то есть подчинился и был обманутым. И в этот момент создается, а, я слышу, магическая а, биосфера, ноосфера. Сейчас я посмотрю. Создается вообще магический в пространстве, создается магический вот этот проект. Мгм. До этого Это не было. основа. Мгм. Да, вот этот сектор магический, который считывается, это как, я слышу, это как преамбула истины. Вот эта Так. карта, которую я вижу, так считывается истина, истинное положение дел. И вот создается вот это семя, я слышу, греха, семя змея, а, вот эта Это вот ложь. это Лилит? Это с И ней в этот связано? момент, да, и в этот момент создается вот эта смесь, это лилит, это символ, это не настоящая женщина, которая якобы была как-то создана, а это символ, который метафора, которая описывает создание материнской люциферианской сущности, генетического информатора, информация в теле человека, женщины. То есть это перенаправление женщины как матери. Она считывается как живица Вселенной, сотворительница. В этот момент была создана магическая реальность, то есть вообще материализация, я слышу, материализация. а, Ты Вот. здесь? Да, да, материализация. Это Лилит вот это. Мне нужно Т подключить. Сейчас я вспомнила, Да. одну секундочку. Мгм. М, Материализация. Заморозь пока это. Сейчас я не Мгм. отсоединяюсь, а просто вот, чтобы не выключился, я забыла подключить. Сейчас эту дырочку найду. Да, она там тыкается. Сейчас я заморожу. Сейчас замораживаю, Замерзлась эта ситуация. потому что выключится мне сейчас этот. Все. Так, Мгм. Хорошо. так. Реализация, материализация. Это как Мгм. реализация желаний, материализация духовных аспектов в М. материальный мир, материальные вещи. Так, и что это новое образовалось? Мгм. Ну, Вот и ш образовался фундамент магического мышления, магического творения. То есть альтернативный путь создался тогда, альтернативный путь творения реальности. До этого был просто ну, человек вот рождается, и у него есть только один вариант творить свою реальность чистую. Вот. Мгм. Но вот эта генетическая память об этом грехе, так вот грех, видишь, в чем он заключается? Грех, ошибка.
исказить Да. путь, не попасть в цель. То есть это все с путем связано, с дорогой. Вот. Тогда заключился договор души будущей Валентины Мгм. с С кем? ретроспективой прошлого, и там появляется время. Опять это такая штучка, вжик, время, Мгм. какая-то единица времени. Сейчас я спрошу. И в этот момент я вижу, проявляется как высшее я Валентины. То есть я вижу это на разных, не только в ее личном пространстве, но здесь участвует и какой-то глобальный проект формирования человеческой сущности по люциферианскому проекту. А что было? Мгм. Сейчас я Кто это? Кто на этом посмотрю. уровне с высшего я Валентины? Я вижу, идет информация, что дала согласие быть каблуком, то есть быть проводником этих энергий. И это связано, я вижу, этот проект укрепился, этот контракт. Э, Пусть она покажет, сколько у нее детей, абортов было. Я вижу сейчас 3. Мгм. Так. Да на И, пальцах пусть покажет. а, Валентина, покажи на пальцах, сколько было абортов. Нужно признать. 6. 6 А, пальцев показал. Да, потому что я чувствую, что больше, но вижу только 3. Надо сейчас посмотреть. Я чувствую, идет сильное сопротивление, потому что она не хочет это признать. Вот. Вижу четко 3. а, Мгм. Как 3 яйца. 3 души, Да, 3. а абортов 6, да? Это как бы... Я не вижу, сколько м, абортов. Я вижу мгм. 3, 3 как души. 3 души Мгм. вижу. Сейчас я их спрошу, кто они. А там говорят, нас мама убила. Мгм. А один мальчик говорит, Костик, посередине. А эти кто? Мгм. Маленький говорит, Ренатик. И девочка еще. А, Она говорит, что ей очень плохо. Мгм. Передай, что мы поможем ей. Сейчас мама поможет. Я Мгм. ей, да. Да. И это демоны, они такие жуткие. Вот эти, то есть там и частица Рената есть, и Мгм. вот эти еще двое деточек. А девочку зовут как? Сейчас я спрошу. Мгм. Она говорит, что мама ее не назвала. Она меня не видит. Говорит, меня не Мгм. видела. И показывает тот момент, когда мать смотрит на своего ребенка первый раз. Это какой-то очень важный момент. А она говорит, меня мама не видела. Мгм. И говорит, она ушла вслед за мной. И показывает, что от этих абортов каждый раз вот какая-то часть, вот там, где Валентина стоит, как будто бы деревцо, прикованное к стене черной, а ноги растут как бы с горшка. А в этом горшке вот это семечко. И она Мгм. говорит, что
моя мама, говорит, ушла вслед за мной и показывает, как это семечко а, стало таким большим и начало трясти очень сильно Валентину. Вот так вот Это в том обозначает. пространстве. Мгм. Я вижу, что это, я слышу это событие, это эм, вот эта черная энергия, она как бы взяла верх и взяла контроль. И я вижу разные ситуации, такие какие-то ребенка перекладывает с места на место, Валентина. Потом она уезжает, и жизненные ситуации, которые ее постоянно выбивают из равновесия. Да, хорошо. Давай вернемся к этому контракту или какой-то видела высшее я на каком-то уровне, связано с этим, с этой Лилит, то есть с этой сущностью, которая была создана. Есть какой-то контракт или договор? Ну, сейчас я вижу, что в первую очередь нужно убрать вот это, расторгнуть этот контракт. Мгм. Ренат начал говорить, Ренатик. Он Мгм. говорил, говорит так, я пришел к маме, Так. говорит, чтобы избавиться от этого арбуза, и показывает вот эту черную, этот шар в секторе интерферента, и говорит, что это как арбуз. А в этом арбузе много семечек вот этих. Мгм. И это считывается как эти семечки Обозначает семечки. было создано магическим путем. Эти семена, да? Да, то есть не Мгм. естественным, а как бы рожденные магией считываются. И они пытаются прорасти. А вот этот арбуз– это как пространство жизни, которое считывается как насильническая смерть. То есть Мгм. результат такого творения магического. Так, а как это рождены магией, вот эти семечки? Как-то связано с Ренатом? А Ренат говорит, меня мама убила. Мгм. Это вот эти аборты? Аборты, магия всякая, вот это магическое мышление, вот эти все похождения. Это все творение магическим путем. То есть магия и манипуляция. Манипуляция– это продавить кого-то под свое решение. Это одно и то же, только по-разному называется. Мгм. Виктор, это видела какой-то там контракт у Валентины. Давай проявим его на свет. А, ну, смотри, мы уже тут такого тут наколотили. Давай по Мгм. очереди то, что первое вышло. Нужно как бы расчищать эту же дорожку. Хорошо. Давай, что первое? Ну, вот этот дух, который как бы он проявился в сознании, в пространстве Валентины, когда вот мама делала этот ритуал с этим поцелуем каким-то. Мгм. Хорошо. Передай Валентине, что она может зайти в тот момент, высказать матери этому духу все, что она сейчас думает, и запретить вторгаться в ее пространство. Сейчас я смотрю, я ее Мгм. видела, эту энергию какую-то странную, и она опять проявилась. Она вот так, как будто бы вода, которая лилась, такое, как золотистого цвета, медного цвета такая энергия. И сейчас эта энергия ожила и испугалась. Сейчас я хочу посмотреть, может, это что-то важно, что это такое.
Я Мгм. спрашиваю ее, кто ты? А это вот знаешь как? Она говорит наковальня. Как говорят, пришла Крым, Рым и медные трубы. Вот символ медных труб– это жизненный путь, выкованный как бы не своим божественным сознанием, не экологичным, естественным путем творения Творца света, а вот этим темным магическим путем, не экологичным, или, как Мгм. мы говорим, Насилие. магическим, да. И она Так. испугалась. Я ей передаю, что она вторглась в пространство Валентины, что это все эти программы служили Валентине в свое время защитой, а сейчас Валентина может приказать всем насильникам убирать их насилие. И вижу, как эта маленькая девочка говорит: мама, я тебя не просила. И вот вижу, как вот куда проник этот, почему вот этот рог прямо вот так проделся. Мгм. Потому что мама подключила к этому какому-то, мама поцеловала ребенка с магическими какими-то умыслами. А Валентина говорит, что она не просила этого делать, и достает, как будто бы печать называется, говорит, что я выбрала другой путь. И такой свет вдруг проявился. И вот эти все подключки, которые, и эта корона, и вот к детородным органам вот это все отпадает, оно так коряжится и корежится и отпадает. И она выходит как свет, как Мгм. шар такой, я передаю, чтобы она... А вот эту соломку подослать, то Ага. есть вот этот символ, вот этот Иисусик, это религия, которая переделывает мышление человека в рабское, да? Ну, Подослать на может быть, соломке он, может, типа, Рождество праздник это был или что-то да, такое. наверное, потому что это вот соломка, подослать соломки, то есть, типа, помягче упасть. Да, вот это символ, ну так психика работает, чтобы выбрать самый безболезненный путь, и поэтому подстраивается под агрессора. Я передаю Валентине, что она отменяет это решение подчиняться под программы матери и зачитываю ей вот этот, считывается ультиматум этим Мгм. материнским программам. Вот этот манифест, который я зачитала, Валентина, он считывается как ультиматум. И я вижу, как эта Лилит и этот демон, они уменьшаются. Я передаю Валентине, что это ее энергии, созданные и сотканные ее действиями, мышлением и ее решениями. И сейчас она может это все растворить. И этот центр управления ее сознанием уже не нужен. Мгм. Правильно делает. А она плачет и говорит: я не выносила ни одного ребенка. А я говорю: как не выносила ни одного ребенка? Вот Ренат жив. А она говорит: я его убила. И вот эта черная энергия этого в ней говорит: я его убила. Я ей передаю, что она сейчас может зайти в тот момент и отменить. Все убийство, родить всех Мгм. детей. Мгм. Пусть она И это Рената, я сделает. говорю, что он жив. Это неправда. Она может Мгм. сейчас вернуть все частицы его, считывается, поломанной души. А также этой девочке, Насте, она уже несколько раз звучит. Вот. И вот М. этот мальчик еще. Костик. Да. Мгм. Пусть она их родит чистыми, Подожди одну цельными. Да. секундочку. Вот эта Настя, она поднимается вверх. Давай по очереди. Я ей передаю Мгм. информацию об освобождении, передаю Валентине, чтобы она передала любовь ей, этой девочке, и отправила ее в самые светлые пространства, где отдыхают души.
И я вижу, как ее энергия вот так выходит из этого эгрегора и идет такое, как я живая. Я ей передаю, что и в самые свободные пространства пусть уходит. Она свободная. И вот эта черная морда, которая ее пугала, она уходит. Я ей Мгм. передаю, чтобы она поднималась там, где ее род в самых светлых пространствах, очищенных. Она достойна всего самого лучшего. Она чистая божественная душа. И она выходит, действительно, как поломанная. Вот это, знаешь, как эти Круг. птицы, которые вверх ногами. Мышки такие есть, лисицы Ага. называются. Летучая мышь, Летучие которая... мыши. Вот это, может, это дети нерожденные превратились в этих мышей, потому что я вижу вот это опять этот образ поломанной души, и эти крылышки такие поломанные, и вот это вверх ногами. Я вот даже думала, почему они вверх ногами висят? А они как детки в материнском лоне находятся вниз головками. Вот Мгм. так и вот это. И я передаю ей, что она живая, и она может вернуть все ее частицы божественной души, что Валентина отменяет тот момент ее убийства. Она принимает ее, и пусть она займет то место, которое она должна занять в роду. Я вижу уже, как эта душа сама помогает себе освободиться. Я ей Мгм. передаю, чтобы она закрывала портал за собой, дверь. А Валентине, чтобы Валентина ее отпустила, простила себя, простила эту девочку, которая пришла, чтобы ей... А, а вот этот мальчик, его, там очень сильная... Костик. Мгм. Да, Костик он звучит. А, там его как будто бы нет. Сейчас я... Только вот эта морда черная, опять же, как этот... как летучая мышь. Мгм. И я его зову и спрашиваю, где он. Так. А он говорит, что он воплотился в Ренате. Это значит Ренат? Вот я не хочется оставлять ребенка какого-то, если он там есть. Я его призываю в самые светлые пространства, передаю информацию. И я Мгм. вижу, как книга появляется. Да, это Ренат. Я слышу, Ренат. Вот он маленький такой, как будто бы читает эту книгу. Значит, у матери было две души приходило. А куда подевалась третья? Мгм. Ты видела 3 яйца, Я да. видела четко Давай, три. давай разберемся. Мгм. Да, ну хорошо, пришел Ренат, хорошо. Пусть Давай с будет ним Ренат. поработаем. Мгм. Пусть Валентина передаст ему любовь, всю заботу, все энергии, положенные ему, Я отменит вижу, она все стоит, насилие. М. да, и она стоит как в больнице перед такой, это как стеклянная штука, то есть она резервирует место на аборт. Я передаю Валентине, что ее божественная часть отменяет и рождает своего сына в любви, в гармонии, в процветании. И я вижу, она стоит перед этой стеклянной дверью, снимает этот каблук черный, как подкаблучница Люцифера, и Мгм. отдает вот в эту, как в окошко, где регистрация в больнице, отдает, и энергия Рената вот как бы в ее живот, и она вот рождает, я вижу момент рождения, и я передаю Валентине, чтобы она родила всех своих детей, отменила все эти аборты и вернула свое истинное материнское начало, творческое, экологичное, такое, как установлено конами божественных пространств. Я вижу, как с Так. нее как будто бы расстегивается такая черная рубашка, которая держала ее, и она уходит.
И она счастливо рождает Рената Мгм. свободным, и я передаю ей, что вот подключка черная к пупку Рената, и вот это символ поломанной души вот этого. Пусть она это отправляет, растворяет, этого ничего нет. Она отменяет а, то решение на всех уровнях сознания, подсознания и души, когда она решила его убить. Этого М. ничего нет. Пусть сотрется всех информационных полей. Так. Она это сделала, я ей передаю, чтобы очистила ее пространство и отправляла божественную часть души Рената Мгм. к нему, попросила прощения у него, у себя, и это был ее опыт, и пусть поблагодарит себя за это сегодняшнее ее решение восстановить целостность и гармонию ее рода. Да, и вот этот Мгм. мальчик еще, да. А, посмотри, третье яйцо это. Ну вот, оно очень в таком черном вырывается, я слышу. Мгм. Как его зовут? Костик, ты сказала, Да, было еще. Мгм. Передай Валентине, потому что чтоб там она. звучат другие имена сейчас. Кирилл. А, Я ему передаю, что Валентина отменила все решения, мы его любим. Все Мгм. частицы души пусть он забирает. Забирает, Его поднимается мама вверх, родила, да. и он вот так вот берет из лица. Он поднялся вот так, и с лица снимает вот это млямлю, вот это млям, млям, млям. Мгм. А я слышу, что это отговорки. Вот оно что. Отговорки. То есть не Мгм. принятие ответственности за себя, а отговорки разные, которые ну, Валентина передала ему по наследству. Я передаю, чтобы он очищался полностью, а Валентина пусть эту программу отдает по родительским каналам туда, откуда оно пришло. Так, Да, отдала? отдала. Сейчас Хорошо. она как бы э, вижу эту ткань, которую она держала вот так на Которая руке. висела. Мгм. Да, она как бы стала уже не черная, а такая серая. Я передаю Валентине, что она может отдавать по родовым программам все эти черные энергии туда, э, откуда они пришли. Фокус ее внимания, вот прочиталось, такое черное, ярко-красное. Символ магии. Пусть она это отправляет по роду туда, откуда оно пришло, и отменяет это решение подчиняться материнским программам. Там, когда мать, купель какая-то была. Мгм. И тут я вижу, она стоит. Вот этот случай, когда она говорила, ам, мать проститутка. Вот эта женщина, да? То есть Мгм. женщины, которые влазят в семью других мужчин, в семьи, они даже не понимают, какую гнусную роль они играют. А насчитывается эта женщина, Ольга, мать-проститутка. Мгм. Так, и что в этой ситуации Валентины, как она хочет изменить эту ситуацию для нее же? Я вижу, что она стоит, смотрит, и у нее та же вот программа, как как мышь эта, летучая Поломанная. мышка. Мгм. Да, то есть я слышу, формируется сразу же вот в этот момент ее жизненный путь. То есть она, сейчас я с ней поговорю, что она видит. И она не хочет на это смотреть, ей больно. И я вижу, что она как бы глаза закрывает, чтобы не видеть истину, не видеть измену отца. Она это не принимает, отвергает. И
я вижу, Мгм. как этот хвост Лилит как будто бы прорастает в этот момент в нее, а мать психует, орет, и она закрывается в этот момент, и я вижу, она как будто бы ее душа спускается вот в этот ам, подвальчик, да, где этот уже Мгм. ребеночек там был, и она вот так как будто бы говорит: лучше я буду одна. То есть на подсознательном уровне происходит, она как будто бы разгребает это сено под этой девочкой, где там мамаша там это на лбу прицепила это все. Мгм. И продолжает этот контракт, то есть подтверждает этот контракт на несчастливую судьбу и говорит, лучше я буду одна. А, И говорит, мне лучше быть здесь. И она вот так прячется в эти черные программы. То есть они ее вот буквально сковывают. Как будто бы эта мышь черная вот своими крыльями ее вот так вот обнимает. И в этот момент я вижу, как создается уже то есть семечко как бы было создано материнской Мгм. магией, а сейчас формируется и уже вот эта связь, вот эта Лилит и то есть мать преступница, да, женщина убивающая детей, Формирование этой да, вот программы. этой магической матрицы. Мгм. Так, хорошо, давай очистим пространство, Да Виктория, от подожди, этих, да? не спеши. Мгм. Так что очистить еще? Она еще это не разорвала. Вот она в руках держит этот шарик. Я передаю Валентине. Мгм. Видит ли она? Пусть она посмотрит и рассмотрит. Не боится этот весь шарик. И она на него вот так смотрит, как эти смотрят ведьмы. Вот такие шары. И она у него смотрит. И я вижу, она вот так... Она в том моменте увидела всю ее жизнь. Я считываю, и оно прозвучало коллаборация с Люцифером, и проросла даже такая подключка, какая-то белая, синие полосочки, как тельняшка сразу идет. Вот. Считывается слуга Люцифера в секторе магии. Подключка такая, как жила, белая, ну, такое темно-синее и белое, как тельняшка. И там такой пират. Илья Мгм. Цельнозор, секта Ильи Цельнозора. И он считывается как слуга Люцифера, упырь. Он Что он самый делает? главный упырь, Хм. воплощенный как бы в Упырь. тело А, человеческое. Он создал себя сам магическим путем, и он подчиняется и других заглатывает. Похищает, считывается, души, похититель душ. мгм. Что он делает в пространстве Валентины? Приказываем отвечать. Он говорит словами, как говорил вот этот черный демон. Она позвала меня на ужин, говорит. Еще раз. Говорит, притянулся, ее мать проститутка, обзывает ее, говорит, душевно Мгм. больная. А, Ну, это Так. все насильники не уважают вот так своих жертв. И он Мгм. привязался к Валентине на эти материнские программы. Мгм. Есть ли еще какая-то зацепка, почему он притянулся? Да, не любовь к себе, я слышу, он ей как бы подначивает ее и говорит, она тебя не любит. И показывает вот этот момент, м, оно также звучит зачатие. Мгм. Зачатие этих черных программ, когда мать ее подсоединила к этому эгрегору э, магическому. Вот эти семена. Да, когда она поцеловала Мгм. её.
Мгм. Хорошо, он в секторе магии находится. Пусть Валентина приказывает забрать его все воздействия, всю ложь, все обман. Пусть карма им отдает. А, он говорит: "Ты не можешь мне отдать?" Валентина спрашивает: "Почему?" А он говорит: "Ты Виктории врала". Я ему приказываю, забирать все его магические действия. Это его вообще не касается, кто кому врал. Это Мгм. чужое пространство, он вторгся, и он обязан. А он хватает вот там с этого эгрегора, где Валентина как бы лежит на этом, на соломке, такую, как кастрюлю, как такой сотейник, и пытается меня ударить. Я ему передаю, чтобы он забирал все его воздействие к нему и убирался прочь с нашего пространства. Мгм. И Валентине Приказываем. говорю, чтобы она посмотрела, где эта подключка. Такая полосатая, никогда такой не видела. То есть это искусственная, это искусственный интеллект. То есть он создал вот эти все бредни, что он рассказывает. Это ничто, это фантазии, это иллюзии, которые завязываются на реальных каких-то случаях, убеждениях для того, чтобы препятствовать человеческой душе освободиться. Мгм. Жить по конам Я жизни. передаю Валентине, я вижу у нее эта подключка еще идет по позвоночнику, вот этот, где хвост лилит. Я передаю ей, что это ее энергия. Вот это, знаешь, там такое вещество есть белое, Мгм. чтобы она очистила Костный мозг. да, свой костный мозг, все ее пространства физического, воплощенного тела, на всех уровнях сознания, подсознания и души, и разорвала все эти контракты, и она чистая божественная душа. А ему пусть ну, приказывает забирать все его воздействия. То есть забирает, принимает к нему же по конам. И я вижу, Первоисточник он он должен. так вот, оно утаскивается к нему, как будто бы руками серыми такими. Вот он берет, хватается там, где вот это было закрыто, этот ребеночек. И это как с кастрюли крышка разворачивается, он уходит туда в портал. И в этот момент я вижу, как эта Валентина, э, потерянная эта душа, встает и смотрит на эту часть ее души, фрагмент считывается, фрагментарное сознание, где это деревце, как будто бы и она берет ее, это деревце, и забирает оттуда. А этот Мгм. рог уходит в сектор магии. Я передаю Валентине, чтобы она приказывала матери убирать все негативные программирования, воздействия. Она, Валентина, здесь и сейчас выбирает только счастье, гармонию, процветание, а мать пусть отдает, забирает вместе с отцом все эти негативные энергии, программы и отдают туда, откуда это пришло. И я вижу, как Валентина снимает этот имплант из позвоночника, выбрасывает, М. и вдруг начинается такое яркое сияние, а из глаз у нее уходит такой, как будто бы рептилия, но с такими глазами раскосыми. Вот такие глаза уходят. Я передаю, чтобы Валентина очистила все ее пространство от программ предательства себя, своего рода, жизни, чтобы она выбрала жизнь, гармонию, процветание и полностью восстановила свою истинную целостность. Ее рода пусть разрешит каждой божественной душе занять ее место в ее божественном роду, а все негативные энергии и программы пусть отправляет туда, откуда это пришло. Мгм. И опять вот это проявляется, я слышу Лилит, мать грешников. Эта программа, М. она как будто бы слетела и вот так вот села.
Возле правой ноги. И опять вот эта Там мать-убийца. Сейчас я посмотрю, на чем оно еще есть держится. зацепка. Мгм. Да. Почему она? Смотри, Виктория, где зацепка, на чем это М, держится? Валентина говорит, я не хотела его убивать. То есть я вижу, как идет сопротивление ее внутренней божественной истинной природе. Она на самом деле не хотела, но подчинилась этим программам. Я передаю Валентине, что этого ничего нет. Сейчас она имеет значение только то, что есть сейчас. Вот это время проявляется. И она берет вот эту энергию, шмык, то есть время, вот этот миг. Мгм. Сейчас я ей передаю, Так. чтобы она взяла, она черная, замагиченная. И сейчас мы ее разберем. Я ее помещаю в такую коробку прозрачную. И смотрю на эту энергию, на этот вжик. Так, вжик. Как-то вот Мгм. так вот. Быстро Что очень. это? Давай посмотрим. Так, я Суть, буквально ее суть. препарирую, Мгм. как будто бы. Там какая-то замораживающая субстанция тянется в сектор магии. Время, оно перестало течь, оно заморозилось. А должно было бы течь, то есть, мгм. То есть Как это должно работает? происходить вот Мгм. так вот. Человек вспомнил, ну, допустим, какую-то ситуацию, и сразу же вытаскивает всю эту наружу, всю цепочку событий, на что это притянулось, сразу все понимает. Э, То есть это Это утраченная, как слышу, ловушка, да? природа, да, это М. механизм, который препятствует возрождаться естественной природе человеческой сущности. И что-то находится в секторе магии. Сейчас я посмотрю. Посмотри, Виктория, приказываю, кто в секторе магии проявиться. Оно звучит как э, былины. А, так что это такое? Что Рассказы это? предков, догмы, убеждения. Ложь Так, или какая-то? ну, Или да, программирование, да? да, программирование, типа, если бы, ну, смотри, говорят всегда, ну, в Мгм. психологии есть понятие, нужно быть здоровым пофигистом, то есть сильно не относиться серьезно к тому, что происходит, да, потому что вот это мучение совести, вот это все, оно как раз и препятствует развязыванию. Навязывание. Мгм. Да, то есть Навязывание навязывание ярлыков. поведения. Мгм. Правильно, неправильно, да, это вот есть как есть. Главное, неправильно, неправильно, а что я чувствую? Потому что чувство никогда не обманывает. Вот она же перед этим как раз была, она почувствовала, что она не хотела, то есть это чувство, она не хотела делать аборты, но И вот послушалась именно вот эти, этих былин, то есть этих историй, фантазий. и как это они время замораживает. Я вижу, что там идет подключка вот так. Здесь оно в секторе магии, как какая-то кракозябра, как лед. Выглядит как замороженное вот это деревце. Вот я рассматриваю его. Буквально оно как коралл выглядит, вот как коралл. Мгм. Вниз Орал. коралл, А. коралл. Да, морское этот образование. Морское это животное такое. Но я вижу его как М. замороженное. Оно умирает, а Ну, это, остается а, только как форма безжизненная. кремниевое, мгм, вот эти Да. образования. И Мгм. я вижу, что идет вниз такой портал, и внизу такое какое-то странное сияние. Сейчас я там считаю, куда это я попала, что это такое. Это считывается ам, собирательные образы.
там идет пространство завязывание в цикличность, и там везде такие, как символы находятся в этом пространстве. На таком каком-то расстоянии друг от друга, как будто бы висят в пространстве такие разные символы. Я слышу, а, что это такое. То есть это Вот сейчас, символы. сейчас один Мгм. рассмотрю. Какой-то как спираль в пространстве. Я слышу, что это символ смерти, спиральности жизни. И от этого символа идет подключка в сектор интерферентов. Такой черный портал, и там я вижу человек как бы лежит в черной постели, а душа его так накрыта одеялом. А вот так душа руки стремится к... Я слышу убеждение смерти. Ага, То есть окей. это программа как вот Да, это? это программа, магическая программа убеждения смерти. М. Это принятие, что мир цикличен. э, Человек рождается, чтобы умереть. Это выбивает человека из колеи. Он теряет ориентир жизни, потому что переориентируется уже на негативный исход, на смерть. И поэтому он попадает в это пространство М. и начинает как бы уже выбирать из того, что здесь есть, а не из того, что могло бы быть лучшего. То есть идет утрата своей идентичности Мгм. и программирование на смерть, я слышу. То Так, есть вообще принятие вот это, что смертность повсюду, что человек должен умереть, это и есть тоже как Да, это программирование. фатализм, я слышу. Ну, он Мгм. проявляется, вот зайди там в интернет, это Да, Земля ну, плоская. Но типа люди по еще факту. дальше пошли. Нас нет, космоса нет, Земли М. нет. То есть человек боится посмотреть правде в Мгм. глаза и ищет простые решения, что лежит на поверхности. И до абсурда это все доходит. Мгм. Так, и вот эта вся зацикленность, с этими рассказами, былинами, с этой информацией. Да, оно поддерживает вот этот уровень сознания. И как нам, разорвать это все программирование, эту ложь, обман. Я слышу, что оно все идет своим ходом, потому что там этих символов очень много. То есть эти знаки, символы, почему все маги, эзотерики используют символы? Потому что это привязка сознания к определенным энергетическим программам, а программа это как компьютер, который вот они же ничего не делают. Символ цельнозора. Что он не мог бы, если он такой умный, он что, не может рассказывать, например, без символа цельнозора? Нет, ему он нужен обязательно. А в Да, и христианстве крест, вот этот я вижу, да, то есть они это ж символ. сопоставляют этим программам какие-то физические изображения. То есть они создают эти лейбочки, эти, образы и соответствуют, хотя все эти линии, там, и всё остальное — это все часть природы. Но они ж создают, соответствие этим программам. Сейчас я посмотрю. Это привязывает сознание. Где Мгм. потеряла Валентина свое сознание, потому что я вижу, как ее лучик буквально так просто там, как луч света с такой скоростью движется. Вот там он где-то внизу такими зигзагами, а, Мгм. и оно считывается как луч фонарика. Вот это Как туннельное, внимание? да, туннельное видение. То есть это убеждение перед убеждением, да, предубеждение. О,
То есть это туннельное видение, то есть это так, способность человека, э, Предвидеть. не Видеть. предвидеть, а видеть, во всем то, о чем уже как бы сам знаешь, типа. Выстраивать свои, логические, выводы на основании, того, что уже есть в сознании. То есть это вот сужение. И именно вот это, время, вот этот жик, который так звучит, он этому способствует. Не расширению сознания, когда человек просто может расслабиться. Ну, Мгм. хорошо, послушаю 10 ваших предложений и приму решение. А Так, человек и нет. что с Вот так вот эта м, энергия его способствует тому, что он закрывается и не хочет даже слышать что-то новое, то, что угрожает разоблачить его какие-то программы. то есть это вот эта концентрация, м, да, Валентины? Да, да, да. Ну, это не только Мгм. у Валентина, это у Ну всех и есть. То есть понятно, да. И что с естественный ней произошло? механизм, Да. психики. У кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то здесь перекос, у кого-то здесь. У Валентина вот здесь, да. И таким образом, шаг за шагом растворяются эти в нашем эфирном общем пространстве. Когда разбираются эти, программы у кого-то одного, то потом эта информация, передается всем. Так передается, опыт. Мгм. Вот. Так, и в этой ситуации, когда внимание Валентины пошло туда зигзагом вниз, ш что Там это внизу опять я произошло? слышу вот это Лилит, мать предшественница. Мгм. Так, и А, что произошло с Валентиной, когда она обратила внимание на это? ну, мне идет что-то неправильно заданный вопрос, а почему с ней Ага, должно было что-то происходить? А где в этой ситуации Валентина? Может, с ней ничего да. не М. происходило? М. Что это обозначает? Да. Мы разобрали. Вот я вижу, Мгм. она там ходит, говорит, я Валентина, и там она увидит такой девочки с крылышками, как феечка. Мгм. Сейчас я спрошу, что она там делает, закрытая в таком далеком, глубоком пространстве. Так, что она делает? Она показывает, что она не в таком уж и далеком и глубоком, что в психическом она находится на уровне выше правого колена, вот это пространство у нее, и говорит, я сплю, но ходит. Мгм. А я говорю, а как это она спит, если я вижу, что она ходит там? Она говорит, меня усыпила моя мать, Ольга, и говорит, она хотела убить меня. Мгм. И Так, а каким показывает образом? такую петлю, черную петлю. Что это за черная петля? Что это за энергия? Я вижу ее мать или гинеколог, который какой-то такой черной петелькой что-то ей там делает. Так, что это за событие? Что происходит с Ольгой? А сейчас я спрошу, а где она была в этой ситуации? Вот маму я вижу, а где она была? Валентина? Мгм. Да, Спроси у вот мама. Валентины, где она была в этой ситуации. Я вижу, она находилась в другом пространстве, не физическом. Она как будто бы вот так ребенок, который вот так сидит, щечку подпирает ручкой, а, а Мгм. ручка то темная, не ее энергия. Я ее спрашиваю, о чем она так там задумалась. А она показывает, что перед ней вот так вот, как будто бы такие кубики с этими, а,
переворачивается, то есть как игра. Костяные, Да, она говорит, кости. что она выбирает маму. Ну, она так и говорит, что она, Валентина, выбирает маму. То есть я говорю, а зачем ей нужна была мама Оля? Мгм. Она говорит, чтобы она ее родила. Я ей спрашиваю, зачем ей нужно было, чтобы Оля родила ее? Она говорит, потому что мой род в опасности. И показывает то место, где она ходит. И это выглядит как будто э, гусь, лебедь в яйце нерожденный. И я вижу это перышки уже сформированные, такие мокренькие внутри этого яйца. И голова вот так согнута. И она говорит, мой род должен родиться. Она говорит, что она должна привести на свет своего сына. Называет какое-то имя другое. М. Говорит Кираима. Ираим? Кираим, по-моему. М. Кираима. Я спросил Валентины, кто это. Она говорит, а ты знаешь, ты его видела. Я вдруг увидела, как он заглядывал. Так. Ренат? Ренат, но она его там называет Кираим. Я не знаю, что это означает. А почему она называет его Кераимом? Но она показывает такого юношу, который в какой-то одежде, как будто бы такая накидка на голове и такая вот здесь, такая как шерсть, и он улыбается, стоит. Мгм. И она на него говорит Кираим. Какое-то воплощение? Да, древнее какое-то, в полосочку в такую. Это накидка шерстяная, красивая. Мгм. А он стоит с палочкой с такой, пастух. Так. Кираим. Мгм. Как будто бы это И не имя, а как будто бы что-то другое это означает. Вот, вот он стоит вот м, там и эк улыбается. этническая группа какая-то. Да. Мгм. Так, и Валентина хочет его родить. Зачем Она ей? говорит, мой Да. род должен родиться. Мгм. Она говорит, что ее род в опасности. И, она говорит, она сразу выбирает. Говорит, мой отец алкоголик. а, Мать она называет проституткой. Говорит, моя мать проститутка. Мгм. Также она говорит, Так. что она дала ей пощечину. Также говорит, что она ее убила. М, А я ей передаю, что она получит в результате этого рождения. Зачем это оно ей надо? И она показывает, как она вытаскивает из сектора магии такую иголочку. А на иголочке на конце, там, где тоненькая, оно сияет так, шарик такой сияющий. И она говорит, что там и зерно ее сознания. И она показывает, как она вытаскивает эту иголочку. Вот это, знаешь, на конце жизнь или смерть там на М. конце иглы. И она Кощея. показывает, Мгм. когда она берет вот эту иголочку, то она вот ее личное пространство как бы укалывает тут, тут, тут. И там такое свечение происходит, и оттуда вот эти вжики, где время замерзло, просто отваливаются, как паразитики такие, глистики какие-то. Щу-щу. Вот так вот спадают. И, и идет такая, как образ, как такая лошадь красивая, серая, с такими М. яблочками.
которое превращается в дерево. И этот Кираим, где стоял, вот, вдруг это увидел Мгм. и быстренько поднимается, как по ступенькам поднимается в это светлое пространство. А это светлое пространство, вот это, что же это такая, как лошадь такая? Что обозначает эта лошадь? Это обозначает, как вижу, как обуздать, объездить дикую лошадь. А, И вот она брыкается и пытается сбросить. Я слышу, что это получение жизненного опыта. Мгм. Так, как это связано с рождением рода? Она показывает, говорит, вот это дерево, на котором много вот внизу, вверху так сияет, а внизу, там, где есть физическое воплощение, там много-много этих яиц, которые вот-вот они начнут уже гнить, а многие уже сгнили, там погибли эти лебеди, там, Души. да. Я передаю Валентине, что это ее род, и она информацию об очищении и освобождении себя и своего рода может распространить по всем веточкам, листочкам, корням, вернуть жизнь во все отдаленные уголочки ее физической памяти, ее генетической памяти по всем родовым линиям, путям и освободить все эти божественные души, которые застряли в этих темных пространствах, оживить их всех, Мгм. восстановить порядки любви, гармонии. Каждая божественная душа имеет право на жизнь, на свое место в иерархии рода. Каждый имеет Мгм. право получить целостность, гармонию, процветание, восстановить справедливость. И вдруг у М. Валентины такая огромная книга образовалась вот перед ней. И она берет вот с этой книги какую-то, как пинцетиком, такую маленькую сущность вытаскивает. А это вот этот мать Люцифера. Этот, Зерна. М. нет, этот мужчина, М. как будто бы с этой М. шапкой черной. Колдун вот этот. Он считывается сейчас, ну, вот этот мать Люцифера, который Ну, многомерная Лилит, вот сущность. это. Внутри лилит, а М. сверху он выглядел как такая, считывается это как теневая часть сознания Валентины. То есть это такая Мгм. метафора этого Ну, как это бы программа, в антимира. общем, Ну, это мы программа. называем антимир, одним словом. В психологии это Мгм. называется теневая наша часть. Вот, мы там работаем. И оно такое маленькое, он же огромный был, а сейчас вот такой Мгм. микроскопический. Но энергия такая плотная, черная, магическая. Я передаю Валентине, чтобы она убрала это. Она как-то вот так сделала. Дунула на него, Мгм. и он Дунул. улетел. Вот. Я передаю, Мгм. чтобы она растворила все эти магические зацепки. Она божественная чистая душа, и вся ее последующая жизнь здесь и сейчас, отныне и во всех направлениях, в прошлом, в будущем и в настоящем проистекает только по ее божественному желанию, и она идет только своим чистым, искренним путем миссии. Мгм. И вот эта девочка, которая там вот сидела, она говорит, ну вот, ты пришла. Мгм. Часть души Валентины. Да, и она берет с этих двух кубиков один, выбирает, и этот один такой с одной стороны черный, а с другой такой светлый. Она берет этот кубик и в сектор интерферентов этим кубиком бросает. И когда она бросила, то этот кубик упал а, там, где этот горшок, где она там стояла замороженная. И этот горшок отвалился, и она э, вынырнула, и этот рог
освободилась от этого рога. Я передаю, чтобы она все эти черные энергии, которые насильно ее удерживали в этих темных низковибрационных пространствах, пусть она отправляет на утилизацию и возвращает всю ее энергию, всю ее силу. Я вижу сейчас она как лебедь. У нее крылья такие белые, с перышками красивыми. Ее энергосфера сияющая. Она улыбается и снимает из головы этот имплант, который был как корона, а считывается Мгм. сейчас как рога такие, да? То есть это символ магического мышления. И отправляет символ, ну, этот символ в сектор Это магии. энергия. Мгм. А, так. И там такое, как будто бы, знаешь, как будто бы ночью идешь, и все наставлено, какие-то ведра, чего-то такое, а потом начинает это все падать, грохотать. Вот такое вот М. этом портале происходит. Балаган. Балаган, да, хаос. Я передаю Валентине, чтобы она вот полностью отрекалась от соучастия в любых магических ритуалах. Она светлая божественная душа, творец светлой божественной сияющей реальности. И вдруг эта коробочка с этим, что мы вот этот рассматривали, вжик, исчезла. Я вижу, как этот вжик, это такая энергия, как червячок. Это как будто бы Замораживающая она метод. препарировалась, вот так Да. ну, разошлась, как будто бы ее надрезали, так разошлась, и оттуда вышел такой сияющий шарик. Считывается искра сознания, божественная искра жизни. И она вот отсюда вот так пошла туда, где раньше было это черное, оно считывается поволока. Это такая спутанные энергии, которые в виде тарелки были. Мгм. И Что оно это за так, энергия? Да. ну, это то, что было, что связано было с магическим ритуалом матери, вот это все. Ага. И вместо этого это сияние приходит, и Валентина радуется, и я вижу, как она берет, и вот эту тряпку, которую, как рушник такой длинный, как будто бы тоже все связано такое, просто выбрасывает. Я ей передаю, чтобы она очистила свой жизненный путь, свой альфа-путь, чтобы она восстановила целостность и гармонию всего ее рода и передала это своему сыну, Мгм. а также Так. своему мужу. И пусть она его позовет. Она не говорила, как его зовут? Сандра. Да, сейчас я его тоже позову. Пусть она его позовет. Её Она такая огромная, он пришел по сравнению с ней, вот такой маленький стоит возле ноги у нее. И я ей передаю, что она может ему передать информацию, и у нее появляется такая книга огромная. И когда эта книга, она ее передает ему, и эта книга уменьшается, чтобы он мог ее почитать. И он ее читает и вырастает, становится большим. Я ей передаю, чтобы она передала своему мужу, что она хочет, чтобы он взял ее в жены. Пусть она видишь, свадьбу. Мгм. Так, как он реагирует? Я вижу, что он подрастает, и он смотрит, потому что он был с левой стороны у нее. То есть она как доминировала над ним, а сейчас он перемещается в правую сторону, но смотрит, что на нем такие же импланты, как и на ней. Вот это Лилит. Мгм. Вот. Я передаю, что это чужеродные программы, пусть он посмотрит, как Валентина от них избавилась, и он может это сделать то же самое. Я говорю, что никто Да. не обязан отвечать за программирование другими людьми, за насилие других людей, что он сейчас может выбрать свой божественный путь. Вот вижу Валентину в фате, свадьба как бы. Мгм. Так, хорошо.
передадим Сандру тоже алгоритм освобождения, Да. информацию. Мгм. Хорошо. Так, тогда от этой ситуации отсоединяемся. Мгм. Давай почистим пространство от проработанных всех этих событий, энергий. Мгм. Поднимаемся все вместе вверх. М. Да. Так, сейчас посмотри на Валентину, как она выглядит. Ну, у нее вот этот образ идет, как будто лебедь. Ангел, лебедь, М, крылья. Но свободный лебедь. мгм. Так, Виктория, интересно, а что с этой ситуацией, когда этот Лилит была создана? Изменилась ли как-то эта ситуация? Это не было физическое лилит создано. М, Это да. энергия, то есть это так завязалось живое пространство, да, и оно Мгм. завязываются эти узлы тогда, когда человек выбирает, делает выбор, который противоречит его естественному устройству. И тогда создается это, ну, она так и считывается, мифическая Лилит, то есть мифическая, потому что это всего лишь программа, то есть это Мгм. иллюзия, программа, которая удерживает человека, вот Да, этот, это понятно, да. да. Хорошо, я думаю, копать дальше не будем. Мгм. А дальше уже и некуда, уже Мгм. раскопали все. То есть люди просто Хорошо. смотрят на это примитивно. Все Мгм. переносят на уровень сознания, потому что, ну, немногие могут увидеть, как я, да, и Да, понимать, сложно. да, но Надо разбирать все все это. переносят на уровень физического воплощения, да. Видит Земля плоская, значит плоская, видит Мгм. что-то, значит это так, но не ощущают своего вот этого внутреннего мира, а оно считывается как внутреннее достоинство. Мгм. Так, хорошо. Передай Валентине, что она может эту информацию, этот опыт передать по ее родовому древу, всем веточкам, всем листочкам, освободить весь ее род, как она хотела. Вот опять это появляется лошадь, и она так смотрит на нее, а эта лошадь поломанная, как внутри этой лошади красивая, знаешь, такая-то у лошади попа красивая, да, форма, Мгм. а, а внутри вот эти магические поломанные энергии. Я передаю Валентине, что пусть она сотрет всю информацию о своем пройденном пути, оставит только опыт выбора, правильного выбора жизни. Я вижу, как она умывается. Чистая, прозрачная вода. И прямо слышу, как она течет. И, Мгм. и она, эта вода очищает вот этот и сектор интерферентов, и сектор магии. Я посмотрела, откуда она течет. Она вот где сектор первоисточника, прямо так вот, как льется, как Мгм. ручей такой красивый. И я Мгм. вижу, как Валентина встала в этот ручей и как бы омывается. Ам, Я Отлично. передаю, чтобы она полностью очистила все ее сознание. Это второй раз уже идет такой образ, я помню. Про Такого... лошадь? Не, про воду. Вот. Ну да, тогда она бы замораживалась. Нет, вообще Ага. не в ее сеансе, в другом сеансе тоже Вообще? такое было. Мгм. Да, и вот она, вот чистая кристаль, Мгм. считывается кристальная чистота, девственная чистота. Мгм. Я Энергия как передаю жизни. Валентине, да, чтобы она полностью очищала все ее пространство ее детей, пространство ее будущих внуков,
пространство ее мужа, пространство физическое, все, что касается ее рука, душа и разум, пусть она очищает и наполняет внутренним светом жизни, гармонии и процветания. Мгм. Вот Так. энергосфера правильной формы и какая-то как бы дорожка пошла. Сейчас я посмотрю, что это за дорожка вот такая вот от нее. Мгм. Вот так, как будто бы от нее, Посмотри. вот Ага. так, как по Да. направлению ко мне, вот так прямо, вот так. Сейчас я посмотрю, что это. Она почему-то идет помощь другу. Сейчас я посмотрела, сбоку посмотрю. Считывается финальный аспект освобождения. Так. И перед ней как будто бы такая какая-то матрица белая. Сейчас я спрошу ее, что это? А оно как бы замороженное, как лед. Она Мгм. говорит, что это ее неисполненные желания. Вот я стала за ее спиной, чтобы видеть ее как бы со стороны, ее глазами, что Она видит. а Мгм. она говорит, что это ее неисполненные желания, что это ее естественная реальность, что это ее упущенные возможности. Я ей передаю, чтобы она разморозила свое будущее. Вот оно. Вот да, для чего мы и говорим, чтобы человек рассказал, что будет, когда он освободится. Для того, Мгм. чтобы активировать то гипотетическое будущее, которое уже заморожено. И я передаю Валентине, что она достойна получить все, и не нужно заслуживать себе какое-то добро. Она по праву рождения уже имеет право быть любимой, любящей, э, э, получать все блага ее а, физического воплощения, ментального, духовного, а также исполнять все ее желания. Мгм. А она смотрит, вот так смотрит и говорит, я нашла там себя. А я говорю, что она творец своей жизни, богиня, и она может все. Она поднимается вверх и говорит, я предала Лилит. Я ей передаю, чтобы она отдала этой Лилит и этим всем программам все то зло, которое они ей принесли. И пусть забирают это прочь и убираются с ее пространства, и пусть она свою генетическую память сейчас очистит, и весь ее, всю родовую память очистит от этих предрассудков. Всего этого не было, никто не обязан ходить по, по одним и Терпеть тем это все. же, Да. да, по одним и тем же сценариям. Пусть она это все отправляет в портал на утилизацию. Я вижу, как она этого гуся, опять этот гусь появился с Мгм. яйца, и она берет этого гуся, вытаскивает, и он растет, этот лебедь. И вот он гогочет, и она его вот так, как в сектор первотворца отправляет, и ее высшее я с этим лебедем обнимаются. Он так встает на лапки, она его обнимает. А, Что это обозначает? это верность себе, верность своему предназначению. Мгм. И я вижу, как символ этого гуся как будто бы соединился с Валентиной, и она берет вот этот башмак, вот опять этот башмак проявился, и выбрасывает, и М. летит вверх, поднимается вверх. Я ей передаю, чтобы она выталкивала все чипы
подключки, импланты, все чужеродное, все, что не соответствует ее божественным конам жизни, пусть отправляет в портал на утилизацию, отсоединяется от всего чужеродного, наполняется собственными энергиями жизни, гармонии. Мгм. Пусть тоже отсоединится от всех этих былин, рассказов предков, всю эту Да. трансформирующую м, информацию, пусть она ее обличает и отправляет тоже, откуда она пришла. И я сейчас ее вижу в таком длинном красивом платье, розовое, голубое, светлое такое, и она беременная. А я спросила, а почему она беременная? А она говорит, я родила Рената. И берет его вот так вот на руке держит, а он такой взрослый. Говорит, я родила Рената, заново как бы родила. Мгм. Говорит, он мой сын, единственный. Я передаю, чтобы она Ренату передала всю информацию о ее освобождении, чтобы она от самого зачатия и до самого э, до сегодня наполнила его жизнь благословением, любовью, радостью, а все чужеродное, что она передавала когда-то ему, пусть отправляет туда, откуда это пришло, пусть освободит полностью своего сына, его настоящее и его будущее. Я вижу, как будто с него такая пелена, он как будто бы закрыт в такой кожуре был, уходит. Мгм. М. И зашумели крылья. Ну вот, все свершилось. Замечательно. Поднимаемся все вместе вверх. Мгм. Хорошо. Ты еще раз посмотри на эфирное тело Валентины, как она сейчас выглядит. Энергосфера правильной формы, чистая, шумят крылья. Мгм. Вот там, где была эта штука, сияет, то есть ее разум вот так вот сияет. Вот, все отлично. Она Мгм. говорит, я живая. Отлично. Спасибо, Валентина. Все ли мы сделали для нее на этом сеансе? Да. Ну вот ее Благодарим миссия ее. была опять эта Мгм. книга. Да. Спасибо ей за ее опыт, за ее действия, за ее освобождение. Мгм. Прощаемся с Валентиной. Да, я ей предлагаю, чтобы она передала информацию по всем информационным полям, чтобы Мгм. каждая божественная душа смогла легко прочитать всю информацию и м, как бы использовать для Освободиться. себя, освободиться, да. Мгм. Хорошо. Мгм. Прощайся с Валентиной. Отсоединяйся, Виктория, от всех и всего. Мгм. Отсоедини, да. Поднимайся максимально вверх и проверь твое личное пространство. Все чисто. Наполняйся энергией любви, жизни, гармонии, света. Мгм. Я посчитаю от 1 до 3. Ты выйдешь в физическую реальность, где я с тобой разговариваю, и будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся. Вот. Все свершилось Тина, наилучшим образом. какая ты молодец. Какие вы молодцы. И мы молодцы. Это из плеч, со спины, из груди свалилось все, отвалилось. Мне так прям хорошо стало. Вы не представляете. Спасибо вам за ваш труд. Я настолько вам благодарна. Но я хочу сказать,